Ну что, всем привет! Сегодня новый обзор. Давно просили сделать обзор на Montana Ultra Wide. К сожалению, стоит она очень дорого. Ну, для меня, по крайней мере, для некоторых, может быть, это копейки. 700 рублей за банку. Поэтому этот обзор я решил снимать постепенно. Просто покупая там одну-две в месяц и как бы заснять. А потом уже смонтировать в общий видос. Поэтому, если сегодня будет снег, а на следующем теге уже будет лето, то не удивляйтесь, потому что это дорого. Ну, как бы постараюсь показать и кусок сделать с Montana Ultra Wide, и теги показать там разными цветами. Ну, там хотя бы по одной, по две банки куплю. Главное преимущество этих банок — это, наверное, высокое давление и скорость. Все не раз видели, наверное, видосы, где в Европе где-нибудь пацаны делают с двух рук с хромовых ультравайдов фулкары в 3 раза быстрее, чем, а то и в 10 раз быстрее, чем с какого-нибудь Бернера. Поэтому, если какая-то акция там супер сложная, супер быстрая, то понятное дело, что никто не экономит и берет ультравайд. Мы же пацаны простые, поездов в Европе с двух рук не рисуем. Поэтому попробуем просто сделать какой-нибудь стриток и потегать с ультравайдов, посмотреть, ну, стоит оно того или нет. Выводы вы сделаете уже сами. Место для первого тега, конечно, выбрал не самое удобное, особенно зимой, по холодной лестнице, по мокрой холодной лезть. И хочу сделать вертикальный тег. С обычной банки будет не особо видно, место просматриваемое на крыше, поэтому выбрал именно ультравайд и решил сразу снять на него обзор. Ну чё, погнали. Ой, надеюсь, меня копы не спалят. Да, местечко, конечно, я выбрал. То еще. Вот здесь уже есть перекладины. Надеюсь, хватит. Расход просто.
Ну, здесь уже падать не страшно. Смотри на снег все, как он испачкался. Профессионализм. Одна банка, ровно одна тега. Фу, это было. Ну так, ради одной теги 7 соток. Пылит жестко. Так что защищайте легкие. Либо какую-нибудь масочку хотя бы. Сейчас как раз масочный режим, поэтому эти маски даже от краски предохраняют. Мало того, что защищают вас от камер. Ну, в принципе, чтобы сделать такого размера тег, какой-нибудь, не знаю, там, мастика или чем-нибудь еще, нужно потратить было бы, мне кажется, несколько банок и там где-нибудь час, наверное, это делать. Поэтому по цене, наверное, то же самое. Если есть какое-то место, которое позволяет сделать огромный тег и есть бабки, то, конечно, пробуйте, экспериментируйте, это все равно прикольно. Огромные теги, это круто. Здравствуйте. Ты где? Я ж тебя оставил в сторону. Ты где? Ах ты. Посмотри, как я палку приклеил на скотч. А куда ты лезешь вообще? Тебя кто сюда звал? Говорит, да нет, растягивай. Смотри, Пашок, там есть кто-нибудь внизу? Что ты? Внизу есть кто-нибудь? Нет. Холодильник вместе, говорит, сделай. Да я оставил тебе место. Ну вот, можно попробовать толщину посмотреть. Вон у меня есть молотов большой. Получается, толщина линии на распыле, считай, ну, почти 1,5 молотовых. Ты уже хочешь сверху делать? Ты сверху хочешь уже сейчас делать? Да. Давай внизу хром сначала сделаем, а потом сверху. Где внизу? На воротах, как хотели. Ты не будешь там делать? Буду. Что? Ну давай я один тогда там сделаю, если ты хочешь здесь сделать. Что ты? На них. Сфоткаешь меня? То есть или ебаешь холодильник, а мне говоришь, что сделать систему? Какую? Вот это. Да где, ну, там же вроде говорили все палево. Сделать 20 минут. Вот хорошо. Там может потонуть. Давайте я потегаю сразу, чтобы понять, сколько места мне надо.
Ну, побольше. Вот и 1300. Лучше так говорить. Ну да. Я когда в Казань к Малку ездил, у меня тоже там же. Только он не ультравайт, а что-то похожее. Mad Max, наверное. Тоже так же, в одном теге. Слушай, это самое прикольно. Так, с платформы. Перезарядку сразу быстро. Ультравайт замерз. Ну так даже веселее.
Пора, наверное. Дальше. Сейчас. Посмотри, вот если я вот так буду снимать, рука по центру. Ну, примерно почти по центру, да. А к цифры идут, да, снимает? Нет, вот так надо. Вот так нормально. Снимает, да? Цифры идут. Сейчас снимает, да. Супер. Пойду с ультравайда тегну. Я по куску своему потегаю. Мне он на фотке, короче, понравился больше, чем в реальности. Есть такое. Так, ну, а тут я, наверное, не влезу. Я, наверное, вот так начинаю оттуда вместе со столбом. Ультравайд мощь. Стоил бы он подешевле, я бы каждый день тегал. Там много осталось? Да все. А, да ладно. Да, один тажок. Можно было купить 4 мастики и растегать полмира просто. Ну так прикольный. Выглядит круто, но один тажок, так это, конечно, очень дорого. И если брать, то, не знаю, где-то, знаешь, там, ну, где-то, знаете, в центре потегать там или в каком-то очень паленом месте, где кусок не успеешь сделать, или хочешь, чтобы теги были огромными, то, конечно, можно, даже нужно, интересно смотрится, и ну, для практики тоже прикольно. А если именно рисовать, то, конечно, там берут на супер расклады. Ну, понятное дело, дорого. Поэтому такое. Ну, тегать круто. Интересно. Сантиметров 20, наверное, распылит. Можно попробовать очень медленно, кстати, вести и ну, еще шире сделать. Просто вот шире банки. А банка сантиметров 40, наверное. На днюху подарили. Давай, давай. Там какие-то мужики, правда, но я думаю.
Смотри, идеально. Кончился ровно, когда все в хроме. Я потагю. Налево. Можно сказать, чуть-чуть не хватило на вот такой тажок синей банки.
Пшик. Пшик, one пшик and шик. Мне кажется, я наемся этого ультравайда. Прям слишком близко. О, я чувствую, как все на рожу мне летит. Он льется на голову мне. Мерзко пахнет. Ну такой. Интересно. Жутковатый. Надо дописать его. Ну что, у меня все лицо в краске? Слушай, ну... Да я знаю.
Посмотрим. Желтый по ржавому. Ну такой водянистый, конечно, очень. Да, я пятку прикольно смотрю. Так, я сейчас здесь потыкаю. Желтого я ни разу не видел. Ну такой водянистый, да? По каким-нибудь стеклам, наверное, надо. Там работничкам, надеюсь, пофиг, что я буду рисовать. Ну что, купил себе 2 ультравайда зеленых и 1 черный. Хочу попробовать сделать большой труап. Посмотрим, насколько хватит 2 банок. Единственное, что, конечно, здесь не особо отойдешь. Скользко и наклон большой, можно упасть. Поэтому я думаю, что я буду весь в краске к тому моменту, как дорисую. Главное, кроссовки новые не ушатать.
Накинуть, конечно, надо было с какой-нибудь другой банки. Потому что я думаю, на накидку сейчас всю банку и потрачу. Минус банка. Главное верха прокрасить, низ еще с обычной банки добью. Блин, после зеленого, когда взгляд переводишь на белый, уж не по себе становится. Ну и все. 2 банки мне не хватило даже на троп. Обычно используют на фон, на всяких байкджампах, хулкарах, чтобы быстрее рисовать по металлу. Но, конечно, все равно все будет в краске. Так, у меня есть еще банка флейма зеленого. Хорошо взял, с нее добью. Как чувствовал, что 2 банок не хватит на 1 троп. Цвет, конечно, немного другой. Баночка подмерзла. Ну, я думаю, ничего страшного. Тем более, что выбора у меня нет. Я, честно говоря, думал, поинтереснее писать будет. Там рабочие что-то зашевелились. Уже надо побыстрее доделать, чтобы анфина не было. Блин, я представлял, что этот флейм будет с астрофыта прям нормально вылетать. Получается как-то тухловато. На улице еще мороз не сильный.
следующие. Вроде на меня не смотрят. Ну чё, попробуем законтурить. Кроссовки сразу подальше уберу. Под углом, конечно, тонко. И может не хватить что-то. Но прикольно с такой толстой линией. Дорого, конечно, очень, но делать весело. Даже можно еще год написать. Но единственное, не подпишу его, потому что слишком толсто будет. Стоили бы они подешевле, или был бы я побогаче, я бы, конечно, почаще прикалывался, такие труапы рисовал там, или куски. Но считайте, на этот труап я потратил 3000. И это как бы запредельно для труапа, тем более. Но прикольно, что он такой большой. Мне реально понравилось, угарно его делать, но стоило бы это хотя бы косарь, можно было бы фигарить. А так, лучше, конечно, на теггинг пускать. Позже сниму еще, может, на Mad Max обзор. Мне кажется, Mad Max пошире. Хромовый, там черный. Как мне показалось, хватает чуть подольше. Но это мы сравним попозже, когда у меня будет хотя бы парочку Mad Max'ов или деньги на них. Сейчас поезд проедет. Вся камера тоже теперь зеленая. Когда стоял у труапа, мне казалось, что он прям большой. А так снизу выглядит, конечно, поменьше. Блин, уже полные кроссовки снегу. Да не, выглядит прикольно. Размерчик то, что надо. Я решил попробовать поставить на ультралайт кэп от старых банок, таких Саботаж, который Абра делал, и раньше ими все рисовали. Кэп нашел с трудом. Одна банка в коллекции была, поэтому получилось найти. Так что сейчас попробуем. Как раз тоже такая же система мамы кэпа. Интересно, куда они едут.
Сейчас местечко чистенькое найдем. И еще интересно попробовать на ультралайт поставить адаптер для кэпов. И какой-нибудь просто фэт. Или может быть Astra фэт. Подойдет это или нет, очень интересно. Поэтому сейчас будем пробовать. Ну, выглядит нормально. Единственное, что... Так, ну что? Он аж вылетает. Ну, такое. Не очень. Не, ну это не интересно. Это не интересно. Давай попробуем. Вот у меня есть вот такой вот кэп-адаптер. Такой не подойдет. Еще есть вот такой. О! Ну... Не, с обычного астрофэта и обычной банки будет получше. Поэтому эксперимент с кэп-адаптерами провалился. И выглядит не очень. А вот классический кэп, который у них стоит, пишет по-любому говну. Вот тут всякие балки непонятные. Возьмем. Это, конечно, уже поинтересней. Дети от кого-то убегают. Почуяли запах ультралайда. Сразу бегут сюда. Так, ну что, попробуем. Ох, хорошо. Хватает тут, единственное, к сожалению, ненадолго. И стоило бы подешевле, я бы постоянно покупал. Просто ходил бы, огромные теги делал. Можно было даже на куски не тратиться. Но все равно, по большому, ну, конечно, хром поярче будет, побольше, если делать кусок. И хватит максимум вот на 3 таких тега. Как бы, ну, теги, понятно, будут большие. Вот главный ход, поезда идут с Москвы, и как бы, ну, эти теги будут заметны хотя бы с поезда. Вообще, как бы, ну, создан по большому счету для быстрого граффити, на мой взгляд, где что-то надо быстро нарисовать с ультралайда, с 2 рук. Мне кажется, ну, вообще здесь можно очень быстро заливать какие-то там шиты-цветы или поезда. Ну, а так, тегинг для тегинга вообще хорошо. Если будет какая-нибудь акция и ультралайт будет со скидкой 50%, то я думаю, я куплю все, что будут в магазе, и буду просто ходить тегать везде. По-хорошему, вот у меня 6 буков Бекман. Мне хватит такой банки на 1 тажок. Максимум там останется что-нибудь еще на какую-нибудь звездочку или что-нибудь еще. Если делать на вытянутую руку, прям большой, то все. Рисовать будешь? Тегну.
не хватает. Нет. И восклицательный знак. Да все. Да, со стороны очень интересно смотрится. Можно уже просто по лужам ходить. Всем йоу, до нового обзора.